россияне становятся ниже ростом. С 60-х по 80-е годы по ТВ и в медицинской литературе много писали об акселерации. Советская молодежь выше и тяжелее с каждым поколением. Акселерат стало даже ругательным словом. А картина, когда поколение внуков возвышается на голову над отцами и на две головы над дедами, стала совершенно обычным делом. Но в 90-е годы все закончилось. Бывшие советские граждане перестали расти и начали даже немного уменьшаться, хотя это не затрагивает страны Балтии. На улицах городов все чаще видно молодежь и подростков, которые сильно проигрывают в физическом развитии более старшим, а средний рост, как и прочие физические показатели, у россиян давно официально снижается. Что же происходит? Рост человека зависит от множества факторов: генетическая расположенность, полноценность питания, уровень физических нагрузок, перенесенные болезни в детстве и многое другое. Этот механизм можно как стимулировать, так и тормозить с помощью условий среды или индивидуальных нагрузок. Известно, что у рослых родителей обычно высокие дети и наоборот. Или занятия прыжковыми видами спорта и плаванием ускоряют рост, а тяжелая атлетика или бодибилдинг его тормозит. Ученые давно заметили, что нации растут в среднем тогда, когда повышается уровень жизни, а в годы голода и войны средний рост уменьшается. Поэтому рост населения – это важный социально-экономический показатель развития страны и общества. Так, во времена реформ Петра I, сопровождавшихся падением уровня жизни, средний рост россиян снизился на 6 сантиметров. Похожее было во времена Крымской войны, в годы коллективизации и Великой Отечественной войны. Поколение людей, родившихся в 20-е или 40-е годы, существенно ниже ростом, чем их потомки. Это результат тяжелейших условий жизни в их детстве и юности. С начала 60-х годов в СССР фиксируется постоянный рост длины тела населения. Если в военные годы человек ростом 180 см считался весьма высоким, то к концу 70-х даже двухметровые мужчины перестали считаться аномалией. Официальная статистика этой поры утверждала, что реальные доходы рабочих в советское время увеличились в 12 раз, а крестьян – в 19 раз. Более объективная оценка показывает рост реальных доходов на 80–90%. И хотя население СССР все равно немного отставало от западных стран по уровню жизни и росту населения, рывок был колоссальным. Поколение родившихся с 1975 по 1980 год стало самым крупным в истории страны. Республики СССР были развиты неравномерно и в этом плане. Прибалтика была выше всех, Украина выше России, а та – Казахстана и Кавказа. В этот период средний рост советского мужчины составлял 176 сантиметров, а московской молодежи – 181 сантиметр. После перестройки измерения не проводились. Однако многие замечают, что люди, родившиеся после 1990 года, несколько ниже предшествующих поколений. Причем ощутимо ниже. Идет процесс децелерации, уменьшения роста населения. Для девушек рост менее 155 сантиметров, который ранее считался крайне низким, уже не редкость. Среди парней есть разные случаи, однако в среднем их рост скорее около 170–175 сантиметров, нежели ближе к 180 у молодежи 80-х. Количество людей выше 185 сантиметров также снизилось. В чем причина? Детство этого поколения пришлось на сложные периоды с начала 90-х. Ухудшилось питание, причем при товарном изобилии упало его качество и биологическая ценность. Нынешнее молоко куда беднее советского по составу, а куриные окорочка, которыми питались в 90-е, совсем не то же самое, что полноценное мясо. Ухудшилась медицина в стране, стал недоступен массовый спорт, а излюбленным досугом стало домоседство у компьютера. Все это катастрофически сказывается на физическом развитии людей. Россияне уже сравнялись по росту с японцами, также около 174 сантиметров, постепенно догоняют китайцы.
Немцы, американцы, чехи и тем паче голландцы 184 сантиметра, в среднем значительно выше россиян. Причем статистика по США довольно сильно искажается выходцами из Латинской Америки и Африки, где население сильно ниже. Белые группы в США намного выше прочих, в среднем. Так плохие условия жизни сказываются и на внешнем виде людей. И Россия в этом плане яркий пример деградации физического развития.